какой же он идеальный сталкер? На этот вопрос тяжело дать четкий ответ. Сталкер для всех свой, будь это билды, оригинальная серия или же моды. В этом видео я расскажу подробно о том, как сборка Гамма, если и не стала идеальной версией Anomaly, то очень приблизилась к ней. А также покажу, как в полной мере освоить все механики данной сборки. Псевдожучки ставят лайк, псевдогиганты оформляют подписку на канал. А слышали легенду о темном сталкере? Блин. Боюсь ее рассказывать. Мне ее рассказал один ветеран под большим секретом. Но через день он бесследно исчез. Может быть, и я, если расскажу ее, завтра погибну. Нет, чуваки, не буду. Знаешь, зона никого не подпускает к себе близко. Ты обязан стать нечто большим, чем есть сейчас. Из бедного мародера в матерого сталкера. Примерно так ощущается развитие в Гамме. Поначалу вам придется вкусить все прелести зоны. Вечная нехватка и борьба за жизнь. Это самый тяжелый этап в игре, но не менее интересный. Найдя свою первую пушку или броню, вы чувствуете, что урвали куш. Но не забывайте, что вы должны учитывать все детали, и зона не вознаградит за найденное просто так. Вы должны сами вычинивать новое снаряжение, а без инструментов это сделать невозможно. Чем больше вы исследуете различные уголки, тем больше у вас шансов найти что-то стоящее. В этом и заключается вся атмосфера Гаммы, что ты всегда на грани с жизнью и ценным лутом. В этом и кроется весь азарт, особенно если вы играете в режиме одной жизни. Но будьте аккуратны, ведь неосведомленность здесь карается гибелью. Зря я не обращал внимания на звуки этих тварей вдалеке. Кажется, сейчас она придет. Такая вот справедливость. Прислушаясь к звукам и приближаясь к ним поближе, вы поймете, что все живое в зоне издает звуки. Стоит всегда быть начеку и не дрейфить. Графика в Гамме потрясающая. Благодаря аддону Screen Space Shaders видно мельчайшие выступы в земле и лужи в них, если идет дождь. Некоторые погодные циклы настолько завораживают, что хочется забыть о выживании и просто остановиться, созерцая красоту этого опасного мира. Когда находишься среди растительности, ты словно бродишь по густой, но таинственной и опасной лесной чаще. По умолчанию стоит летняя растительность, но через менеджер модов можно поставить любое время года, и в зависимости от этого меняется ваше восприятие зоны. Когда приходишь ночью в бар, пока сталкер травит анекдоты у горячего костра, и где-то на базе играет тихая, но мелодичная музыка, ты вдруг ощущаешь, что ты дома. А буквально в 5 шагах смерть. Эмбиент пронизывает буквально каждый шаг. От шорохов травы до далеких звуков реального боя. Преодолев радар, ты полностью ощущаешь свое развитие в зоне, ведь теперь открыты все северные локации. Это был тяжелый путь выживания в зоне, но ты прошел весомую его часть и сквозь толпы фанатиков застолбил для себя путь в легенды зоны. Разберемся подробнее, как работает сборка, так как в ней очень много всего и очень легко заблудиться во всем многообразии. Я расскажу о всех тех неочевидных моментах, которые помогли мне в прохождении. Старайтесь брать весь лут с поверженных врагов и в любых зданиях, так как наполнение очень большое, и все эти вещи могут пригодиться в крафте. Тем самым, по мере прохождения игры, вы будете пассивно качать навыки.
Самым ключевым навыком, пожалуй, является навык мародерства, так как по мере прокачки вы получаете больше лута и, соответственно, лучшее снаряжение. Рекомендую для быстрого подбора лута при обыске нажимать кнопку Alt. Не забывайте следить за спичками и брать их у торговцев. В нужный момент они могут закончиться, и вы не сможете сохраниться у костра или разжечь его, чтобы приготовить пищу. Лучшим вложением для хранилища предметов будет портативный верстак, но если уже вещи не влезают, то вместе с ним используйте металлический контейнер. Не забудьте найти хорошее место для базы перед этим. NPC вещи не крадут, но лучше делать базу в укромном месте, подальше от их сторонних глаз и лишней ходьбы. В сборке есть механика паркура, которую вы будете очень часто использовать. Она дает огромные возможности в плане передвижения и тактики в бою. Например, можно забраться в труднодоступные места, где вас не достанет враг. Или перелезать забор, где раньше в играх серии Stalker это было недоступно, что безусловно экономит время. Но, если одна из рук персонажа сломана полностью, то взобраться на поверхность станет невозможно. Всегда обращайте внимание на золотые тайники и старайтесь для их пополнения всегда брать задания на ценную информацию в тайниках, так как это халявные тайники и вам неоднократно может выпасть удача на золотой тайник. Именно в таких тайниках попадается хороший лут и самое главное инструменты, с помощью которых вы будете чинить новое снаряжение. Представим, что вы уже собрали достаточно вещей и у вас есть хороший костюм и пушка, но все сломано. Тогда приступим к починке снаряжения. Вам понадобится тот ремкомплект, который соответствует надписи или букве на оружии или броне. Допустим, у нас есть комбинезон Заря и МП5 Фрезер. Убеждаемся, что у нас есть ремкомплект для легких комбинезонов и набор для ремонта оружия типа С. Заходим в верстак рядом с торговцем, вкладка «Ремонт» и меняем каждую деталь в оружии на новую или лучше, желательно выше 60% состояния. Если у вас не будет некоторых компонентов для починки костюма или оружия, то смотрите их у механиков на базах. Зачастую нужный компонент у них в продаже. Иначе придется делать следующую вылазку. Далее нам нужно использовать на броне наборы для ремонта брони, и с их помощью чиним броню до 100%. С оружием слегка по-другому. Вместо набора для ремонта есть наборы для чистки. Используем их так. И чиним все детали оружия до 100%. Чем ниже детали по состоянию, тем выше вероятность клина. Поздравляю, теперь у вас есть новое, готовое к бою снаряжение. Только так вы будете развивать свою броню и оружие в этой сборке. Непосредственно в полевых условиях лучше чинить броню наборами для ремонта. Например, я часто использую этот набор экстренного ремонта брони и выбираю в качестве вспомогательных материалов медную проволоку, изоленту, ботинки, молоток или камуфляжный брезент. Но учтите, что после каждой стычки придется следить за состоянием снаряжения. Такая тактика починки снаряжения позволяет экономить деньги на дорогих наборах для ремонта. Ранговая система в гамме по сравнению с Anomaly претерпела изменения. Это таблица, с каких значений начинается новый ранг. На бой с псевдогигантом в открытом мире или в лабораториях берите самодельное взрывное устройство. Оно очень мощно сносит ХП и сэкономит вам нервы. Можете в целом выстраивать такую тактику против всех псевдогигантов и даже химер. Или же носить с собой подствольник и гранатомет, если имеется. Стоит учесть, что вы бегаете быстрее, если вы без оружия или с пистолетом в руке. Это мне не сразу бросилось в глаза, но опытным путем выяснилось, что это так. В сборке есть продвинутая система обустройства баз, что позволяет строить собственную базу и ограждать ее от посторонних. Вот пример убежища из моего прохождения. Купить мебель, свой верстак и ящики, а также источники освещения можно у торговцев на базах. Или же скрафтить самому. Ассортимент для крафта широкий.
Обращайте внимание на те артефакты, которые имеют только перки, так как они могут быть полезны своим функционалом. Например, артефакт фонарь будет подсвечивать вам тайники, которые излучают сигнал на RF-ресивер. Самый сильный перковый артефакт – петля. Он позволяет заключить некий пакт с зоной, что даст вам множество бафов. Но придется его кормить другими артефактами, так что всегда будьте начеку с ним. Больше его невозможно будет снять. Мусорные артефакты вместе с частями мутантов могут использоваться и в крафте других, сильных артефактов. Используйте плавильщик артефактов, чтобы прокачивать их и варить их из компонентов, в которые входят артефакты низкого ранга и части мутантов. Рекомендую брать задания на артефакты второго тира и выше, так как за них ждет достойная награда. Они отображаются на иконке артефакта, как две стрелки вверх. В тяжелых ситуациях, если у вас мало здоровья, грейтесь у костра. Так вы будете медленно восстанавливать свое здоровье. Эту механику можно использовать в связке с перковым артефактом браслет. Разбирайте того же типа ненужные патроны, которые хотите создать, чтобы создать нужные патроны. Для этого вам понадобятся оружейные инструменты, которые можно найти в золотых тайниках. Из компонентов боеприпасов можно сделать 3 типа патронов: крупнокалиберные, малокалиберные и пистолетные. И к каждому свои компоненты. Например, чтобы сделать патроны 45 АЦП гидрошок, нужно потратить в 2 раза больше компонентов для пистолетных патронов, чем при создании обычных патронов 45 АЦП. Также учтите, что бронебойные патроны имеют вместо обычных пуль свои бронебойные и требуют в крафте в 2 раза или больше компонентов, чем обычные или экспансивные патроны. Но возникает вопрос: зачем тратиться и крафтить разные патроны? Бронебойные патроны необходимы, соответственно, для пробития брони врагов. Например, если враг в тяжелом бронекостюме или экзоскелете. Экспансивные пригодятся для мутантов, так как они наносят много урона, но совсем не пробивают броню. Не забывайте обращать внимание на мануалы по крафту у механиков и торговцев, как только они появятся у них в продаже. Там есть рецепты крафта детекторов, ПНВ, улучшенных ПДА, рюкзаков и много другого очень полезного. Зная эти рецепты и имея все компоненты для них, которые вы нашли путем разборки найденных предметов, а также инструменты, необходимые для крафта, вы откроете для себя возможность улучшить свой гир. Чем выше ваш ранг и репутация, тем больше вероятность того, что в продаже будет больше мануалов. Разбирайте всю броню и шлема врагов. Так вы получите ткани, необходимые для крафта рюкзаков и улучшения бронепластин. Также ткани и веревки можно получить, разбирая предметы с категорией «мусор». Старайтесь как можно быстрее получить хороший нож, так как он повышает качество и количество срезаемых частей мутантов. Носите на поясе шкуры. Так, шкура кикиморы может дать выносливость и грузоподъемность, что позволит вам собирать больше хабара и дольше передвигаться с комфортом. Шкура псевдогиганта даст вам прибавок к баллистической защите, а шкура химеры – высший переносимый вес и выносливость. Для квеста с учеными на локациях лучше взять хороший детектор, например, Гризли, который способен обнаружить все артефакты как сварог. На одном из квестов ученого с болот нужно найти ноутбук Ковалева, который будет лежать в зоне Эми на НИИ Агропром. Лучше взять костюм с высокой пси-защитой, например, SSP-99 Алмаз. Желательно в связке с хорошим артефактом на пси-защиту и с использованием пси-блокады. Если не получается поспать, воспользуйтесь снотворным. Или выпейте несколько раз эту фляжку с водкой. Именно эта фляжка дает сильную сонливость. Чтобы устранить головокружение от медикаментов, таких как ибупрофен и ядулин, выпейте 2 раза кофеин или сделайте инъекцию глюкозы. Также можно использовать другие препараты, где есть приписка «устраняет головокружение». И в зависимости от степени пейте столько раз, сколько нужно, пока не исчезнет эффект головокружения. Старайтесь по возможности искать себе напарника, и желательно хорошего ранга. Так он облегчит вам прохождение.
Он будет заранее замечать засаду и поможет вам в любом бою. Напарник низкого ранга будет не слишком живуч, но может помочь на начальном этапе. Инструменты для калибровки вы сможете найти только в золотых тайниках на северных локациях. Учтите, что на них же, помимо жирного лута, обитают жирные мутанты. Вероятность встретить сильного мутанта гораздо выше, а иногда они могут и вовсе быть в группах. В продаже у торговцев есть холодильник, с помощью которого вы можете хранить мясо мутантов, которые пригодится в крафте и по заданиям сталкеров. Например, ваш будущий компаньон Хип по заданию требует 8 рук снорка, которые считаются игрой как еда. Поэтому, чтобы было удобнее копить, лучше хранить их в холодильнике, чтобы успеть накопить и сдать ей задание. На ранних этапах, пока вы не обзавелись хорошим противогазом, стоит принимать цистамин или радиопротектор для защиты от радиации. А если все же хапанули, то сигареты в этом плане будут хорошим выбором. Главное следить за здоровьем и по возможности быть ближе к костру. У костра ваше здоровье медленно восстанавливается. По мере прогрессии создавайте на верстаке более продвинутую медицину. Например, улучшенные аптечки. И из улучшенных аптечек стимпаки. Они очень быстро лечат, и в пылу битвы это спасет вашу жизнь. Чтобы оптимально спасаться от кровотечения, старайтесь по возможности заменять бинты на жгуты. Для лечения конечностей лучшей медициной будет фентанил, так как у него намного менее выражены побочные эффекты, чем у ядулина и ибупрофена, и он лечит все конечности. Также есть медикаменты, которые лечат только отдельные части тела. Так, сульфадиметоксин лечит ноги, хлортетрациклин – руки, барвинок – торс, а антидот – голову. Лично я на середине игры поставил на кнопки F1, F2, F3 и F4 любой стимпак, жгут, ампулу морфина для защиты от пуль и анальгетик возрождения, соответственно. Последний препарат, анальгетик, спасет вас в самый критичный момент, когда вокруг враги и смерть неизбежна. При приеме медикаментов не забывайте после них пить воду и питаться. Можно готовить еду на кострах из мяса мутантов, желательно просто тушеную или обеззараженную, которая крафтится только с помощью жидкого топлива, например, керосина или угля. Обеззараженное мясо также может давать бафы. Мясо некоторых мутантов получается гораздо более питательным, в отличие от обычных продуктов. Повысить выживаемость в бою можно также с помощью бронеплит. Она повышает класс вашей бронезащиты и устойчивость к пулям. Старайтесь по возможности улучшить ее на верстаке или приобретать получше у торговцев. Для выносливости персонажа рекомендую по возможности крафтить или покупать эпинефрин. Это самый лучший препарат для вылазок в зоне. Он дает много выносливости и повышает переносимый вес, намного лучше, чем просто энергетик или геркулес. Для хорошей пси-защиты приемлемым препаратом, конечно, будет пси-блокада, но гораздо лучше будет найти артефакт Рубец. Он обеспечивает большую устойчивость к пси-излучению и при борьбе с пси-врагами выручит вас. Но побочные эффекты у него весьма своеобразные. Если желаете подружиться со всеми, то помните, чтобы вражеская группировка стала вам нейтральной, нужно накопить с ней 1000 очков репутации. Для этого необходимо найти броню нужной фракции и надеть нашивку. Ключевой момент заключается в том, что фракционную броню для системы маскировки нужно обязательно вычинить до 90 или 100%, так как в плохом состоянии экипировки вас будет проще обнаружить. Важно, что это не работает с группировками Монолит, ИИК и Грех. Если вы не желаете 1000 раз душно перебегать с вашей старой базы на новую, чтобы переехать со своим большим хабаром, можно использовать один хитрый баг. Перед этим необходим любой ящик, купленный у торговца, и весь хабар в нем. Нужно выбрать место на КПК для быстрого перемещения, и как только герой отпустит КПК, сразу же открыть ящик и нажать комбинацию клавиш Shift плюс T.
После появления поставьте ящик в любое место рядом с вами и разгрузите все вещи туда. А затем можете спокойно перетаскивать весь хабар. Это занимает гораздо меньше времени. Используйте это с умом. В поход на радар стоит взять с собой любое оружие с подствольным гранатометом, либо же сам гранатомет, так как будет много жирных врагов. Также берите с собой гранаты и много разной взрывчатки, но не берите мины. Они наносят мало урона. Желательно накопить бронебойные и экспансивные патроны. В моем прохождении у меня на радаре из сильных мутантов встретились аж 2 химеры и 3 псевдогиганта. В сборке есть автотранспорт. Найти его можно на обширных локациях зоны, например, Темная лощина или Юпитер. Он поможет вам сократить время в вылазке, минуя опасности. Но будьте аккуратны, ведь лучше не проверять автомобиль в аномалиях. Учтите, с локации на локацию переходить с машиной вы не сможете. Дальше будет показан субъективный топ снаряжения, исходя из моего прохождения сборки и какое снаряжение мне выпадало. Самая лучшая броня. Распределено по классам. Обратите внимание, что у экзоскелетов в сборке есть своя отдельная система. Нужно обязательно использовать их вместе с источником питания, которых есть несколько видов. Кустарные, военные и экспериментальные, то есть на артефактах. Самый лучший экспериментальный источник питания – оплот. Он дает возможность зарядить ваш экзоскелет на 500 единиц энергии, что хватит на очень долгое время. Тогда как самый начальный, кустарный источник питания, дает 150 единиц энергии, что вынуждает вас постоянно таскать военный блок батарей, или даже несколько, чтобы зарядить ваш экзоскелет. И не забывайте, что чтобы иметь возможность бегать в экзоскелете, нужно проапгрейдить его на усиление сервомоторов. По оружию я бы отметил следующие пушки. Такие стволы, как заказной Desert Eagle, Степной Орел, можно приобрести у Шустрого на Затоне. Но необходимо иметь при себе обычный Desert Eagle. Самым убойным оружием я считаю КС-23 и ТОС-34 Охотник на Химер. В целом, все пушки со шрапнелью самые сильные и вручают против мутантов. Самый лучший дробовик КСГ-23, но хорошей альтернативой для него может стать КС-23, либо ТОС-34 Охотник на Химер. Если вам повезет, то на ранних этапах можно выбить МП5А3 Фрезер. Он весьма убойный, как пистолет-пулемет, так как использует патроны 45 АЦП. Рекомендую крафтить или покупать к нему патроны Гидрошок. Они дают значительную прибавку к пробитию как мутантов, так и сталкеров. Если вы обладаете хорошим скиллом на винтовке, самым сильным оружием, которое можно встретить в начале игры, будет ВССК Выхлоп. Он часто встречается у военных. Он позволяет с 2-3 выстрелов в торс устранить противника. Также хорош против химер. Но один минус. Дорогие, но мощные патроны. Ты не супергерой. Ты не избранный. Ты просто сталкер. Один из тех, кто идет вглубь зоны за тайной или за жаждой наживы. Но ты знаешь, что можешь не вернуться. В воздухе висит туман. За спиной потрескивает дозиметр. А где-то вдали протяжно воет мутант. Здесь каждый звук важен. Каждая деталь имеет значение. Это не просто сборка. Это полноценная игра, в которую ты садишься и не замечаешь, как проходит ночь. С первых минут зона погружает в свою жизнь. Ты просто сталкер, один среди хаоса, и каждый твой шаг имеет значение. Большинство взаимодействий в игре сопровождается анимациями, будь это поедание еды или свежевание мутанта. Анимации плавные, но тяжелые, будто ты держишь автомат и чувствуешь его вес и усталость в руках. Благодаря аддону .marks подсветка предметов стала по образцу Stalker 2. Она не выбивается из атмосферы и помогает исследовать мир зоны. При желании ее всегда можно отключить в менеджере модов.
Подбор предметов и обыск — это не просто клик мышкой. Ты действительно поднимаешь вещи. Через руку, через короткую анимацию, с паузой и звуком. Но эта деталь к середине игры может надоесть. Это можно отключить. Зона не вертится вокруг тебя. Мутанты снуют по своим маршрутам. Другие сталкеры живут своей жизнью. Рейды происходят без твоего участия. И если замешкаться, артефакт может не достаться вам. Это усиливает эффект присутствия, заставляя чувствовать мир независимым. Но настало время поговорить о минусах, а именно о том, что загрузка бывает очень долгая, особенно на слабом железе. Игра требует действительно мощную систему. Кроме того, затянутая система прогрессии заставляет много гриндить и тратить на это время. А на максимальной сложности игры и экономики это делать тяжело. Новому игроку лучше начать на средней сложности, чтобы прочувствовать ритм и не уставать от фрустрации. Чтобы не потерять настройки меню модификации в игре при обновлении на новую версию через лаунчер гаммы, переименуйте этот аддон в менеджере модов на любое название. Обновить гамму при желании вы можете, зайдя в гамма лаунчер и убрав эти галочки, если нет глобального обновления сборки. А если есть, то их нужно оставить. Всю информацию об обновлениях сборки и гайдах по установке и обновлению вы можете узнать в Discord-канале Гаммы или через мое видео. Ссылка в описании или в подсказках. Если вы ищете тот самый проработанный фриплейный геймплей сталкера с настоящим духом зоны, без васянства и с любовью к деталям, то эта сборка создана для вас.